Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал Люда Easy Cook. Сегодня готовлю нежные и пышные маленькие булочки с корицей без дрожжей. Буквально за 10 минут. Эти мини-синнабоны такие вкусные, очень ароматные, и готовятся они проще простого. Если вы хотите что-то быстро приготовить к чаю, это как раз такой рецепт. Для приготовления теста мне понадобится в миску отправляю йогурт. Йогурт можно использовать любой жирности. Добавляю растопленное сливочное масло, щепотку соли, сахар. Сахар можно корректировать по вкусу. Перемешиваю. Просеиваю муку и соду. Очень часто при приготовлении такого теста соду добавляют в кефир. Я не рекомендую это делать, так как произойдет реакция и тесто уже не будет таким пышным. Добавляйте соду вместе с мукой. Тогда тесто получится более пышное и воздушное. Сода погасится в нем сама. Хорошо перемешиваю. Сначала лопаткой. И теперь домешу тесто руками, чтобы почувствовать его консистенцию. Для рецепта может понадобиться чуть больше или чуть меньше муки. При приготовлении этого теста очень важно не забить его мукой. Оно должно получиться такое, можно сказать, на грани липкости. Очень нежное и мягкое. Если я сейчас его еще буду месить, оно начнет немного прилипать к рукам. Оставлю тесто буквально на пару минут отдохнуть прямо на столе. Для приготовления начинки мне понадобится для моего рецепта я использую тростниковый сахар. Можно использовать и обычный белый. Лучше берите крупный сахар. Добавляю корицу и добавляю 1 чайную ложку крахмала. Так начинка не будет вытекать. Хорошо перемешиваю. Стол я хорошо припыляю мукой, так как тесто довольно липкое. Тесто сверху также припыляю мукой и раскатываю в тонкий пласт. Если надо тесто, подпыляйте мукой. При желании края теста можно немного подровнять. У меня получился пласт теста толщиной примерно 3-4 мм, длиной 38 и шириной 30. Смазываю сверху мягким сливочным маслом. Распределяю его равномерным тонким слоем. Сверху распределяю сахар с корицей. Разрезаю тесто в длину пополам и теперь разрезаю на тонкие полоски. Толщина каждой полоски примерно 1 см. Конечно, вы можете делать синнабоны любого размера, какой вам нравится, но это рецепт именно мини-синнабонов. Они пекутся фактически моментально. Буквально за 10 минут уже все готово. И теперь все очень просто. Скручиваю вот такие рулетики. Сформованные рулетики перекладываю на противень, выстеленный пергаментной бумагой, на расстоянии друг от друга. Всего из этого количества ингредиентов у меня получается 48 мини-синнабонов. Сверху рулетики я смажу желтком и молоком.
И теперь я все отправляю в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 8-10 минут. Нельзя передерживать эти синнабоны в духовке, иначе вместо булочек получится печенье. Синнабоны должны только слегка подрумяниться сверху, совсем чуть-чуть. Они должны оставаться светлыми и очень мягкими. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ духовки. Посмотрите только, какая красота получилась. Булочки я достала из духовки. Они вот такие, достаточно светлые и очень нежные. Как я уже сказала, их нельзя передерживать в духовке. Булочки я перекладываю на тарелку. По желанию эти булочки сверху можно еще полить и глазурью. Глазурь можно сделать самую разную. Я вам просто хочу разломать булочку, показать. Она полностью пропеклась внутри, но остается очень нежной и мягкой. Тесто здесь невероятно вкусное, а аромат корицы просто божественный. Я смешаю немного сахарной пудры с молоком. Сделаю такую самую простую сахарную глазурь. Можно сделать глазурь и с творожным сыром. Густоту глазури корректируйте молоком. Слегка поливаю булочки глазурью. Булочки очень пышные, такие воздушные. Рекомендую их приготовить и попробовать. А я желаю всем приятного аппетита и приятного просмотра. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. И, конечно, подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.